Дамы и господа, всем привет! Добро пожаловать на канал Ксения ТЛВ, Тель-Авив в стиле жизни. Хочу вам сегодня показать, на мой взгляд, самые интересные покупки, которые я сделала в Лондоне. И если вы там что-то делаете, вы остановитесь, перестаньте что-то делать и послушайте внимательно ту фразу, которую я сейчас произнесу. Я купила 2 пары новых, неношенных, винтажных мартинсов производства 90-х годов. Новых, неношенных, винтажных. В одном флаконе. Не поношенных, винтажных, как у меня у самой есть 90-х годов, а новые. Одни вот такие вот самые банальные, классические, даже не знаю, что можно про них сказать. Это сделанные в Англии, произведенные в Англии, оригинальный выпуск 90-х годов. Хочу сейчас смерить размер со своими, потому что у меня здесь моя пара размер 5, а эти размер 6. А низкие я купила, вот низкие, они уже более интересные, есть что посмотреть. Это размер 5. Почему так, я не знаю. Эти я уже носила. Видите, они какая интересная у них кожа. Вот такая вот. И если кто-то хочет сказать, ну они же старые, они же развалятся просто от времени и все такое прочее, вы знаете, единственная пара мартинсов, которая у меня не развалилась, это именно вот эта пара. Я сейчас их чистила, вытащила шнурки. Это именно вот эта пара, которая у меня с начала 90-х годов. И она была хорошо, можно посмотреть на каблук, да, хорошо поюзанная. И здесь вы можете посмотреть их подошву. Видите, здесь на каждой написано, вот здесь внизу сделано в Англии. Сейчас так уже не пишут, потому что, ну, есть у них линейка, которая производится до сих пор в Англии. Я их тоже мерила в том магазине, где я нашла эти. Но это все не то, это уже не то, ну и цена уже не та, я вам скажу. Если вы хотите неубиваемые мартинсы, то это надо искать вот такие вот, ну вот это, которые я купила, производство 90-х годов новое, вот это вот мои, которые оригинальные, пришли с 90-х годов. Я думаю, видите, что здесь, да, одинаково. На новых написано немножечко иначе, у меня есть новые, я вам не буду их тащить, там просто не написано «сделано в Англии». Что я хотела сказать? Что я нашла этот магазин совершенно случайно. Я искала совершенно другую марку. Я искала марку Solover. Это марка, которая... Они в свое время выпускали... Это был первый завод Dr. Martens, который выпускал эти ботинки. Потом они разошлись, Martens пошли в другую сторону, эти остались там же. Я хотела купить... Они очень похожи по виду. Я хотела купить себе Solover. Я обратилась в эту компанию, они меня направили, сказали, что сейчас там у них в Лондоне этот магазин закрыт, их, и они меня направили, по-моему, они называются British Shoe Company, что-то такое, в небольшой частный магазинчик, но только на первый взгляд он небольшой. Когда ты заходишь внутрь, ты понимаешь, что это просто, ну я не знаю, чего там только нет. Там не только обувь, произведенная в Британии, там просто марки британские, полно производства, и Китай тоже. Значит, обе эти пары мне стоили, я сейчас хочу тоже про качество поговорить, касательно того, что стало, и касательно того, что было, и про цены тоже. Если кто-то хочет неубиваемые, то хотя бы покупайте сделанные в Англии, тогда они, скорее всего, будут служить дольше, но они не будут служить вам тоже, я думаю, 30 лет, потому что что-то изменилось. Но с другой стороны, они сейчас, ну, я не помню, по-моему, сделанные в Англии стоят что-то 250 евро. У нас евро и паунд плюс-минус одно и то же. И доллар с ними же уже давненько, поэтому паунд был чуть-чуть в свое время выбивался, но сейчас как-то все так более-менее подравнялось.
без связи с тем, что он в последнее время рухнул, с его нормальным курсом. Значит, эти мне стоили, сделанные в Англии мартинсы, стоят что-то 250 евро. Сделанные не в Англии стоят 150. За эти я заплатила за 2 пары, я не помню сколько, по-моему, за одни заплатила 350, а за высокие 450 паунтов. Вот что-то такое, примерно такая была какая-то цена. Что около 1000, короче говоря, я заплатила за обе пары. Вот, но я знаю, что я буду долго носить. Поэтому, когда ты платишь за пару обуви 150 евро, ты не можешь от нее требовать, чтобы она была ноская и так же, как то, что производилось в свое время в Англии. Потому что я не знаю, сколько они стоили тогда в Англии, но в Израиле я помню, что они стоили, как бы это была цена, это не было то, что сейчас ты можешь там 500-600 шекелей, ты покупаешь пару ботинок. Это было достаточно дорого. Ну, может быть, просто на 15 лет мои, когда я покупала, мне это казалось дорого. Но, короче говоря, от нынешних мартинсов, которые сделаны в Китае, мы не можем ждать за эту цену, мы не можем, что можно за 500 шекелей, что там можно делать, какое качество. Мы не можем ожидать никакого особенного качества. Мои разваливаются. Вот я сейчас выбросила 3 пары, при том, что мне есть что носить, я не хожу в одних мартинсах. Ну, где-то, если это прямо пара, которую я очень люблю, то 2-3 года носки, и они начинают вот на этом месте трескаться как бы насквозь практически. Какие-то, которые я ношу реже, они просто трескаются от времени. У меня были такие красивые расписанные желтые. Они начали трескаться от времени, я их не очень много носила. Я их тоже выбросила, потому что я не буду ходить по тресканной обуви. И да, я не ожидаю, что это будет что-то супер вечное. И поэтому я нашла вот такой вариант. Что еще хотела вам рассказать про мартинсы? Что у меня еще была какая-то мысль? А, да, хотела показать еще одни. Вот это вот мои, которые я носила очень долго. И сейчас я их вот почистила, намазала кондиционером для кожи. Они стоят, вот, впитывают. И вот это были мамины. Мама свои носила меньше. Я они просто не очень удобны. Я их держу. Это с одного и того же совершенно... В одно и то же время было это все куплено. Они совершенно почему-то были неудобные мартинсы никогда. При всем, что это мягкая кожа, это не самые жесткие. Вот эти мои, которые я купила новые, они пожестче. Кстати, здесь вот эта штука. Тоже совершенно иная. Вот. Поэтому, если хотите что-то более ноское, есть линейка, сделанная в Англии. Я сказала, я их перемерила все, но что-то там, я не знаю, что-то изменилось, и что-то у них пошло немножечко не так, в плане того, что они очень похожи на то, что сделано в Китае, но сделано в Англии. Дальше еще хотела показать вам здесь, не знаю, на этих увидеть, да, видно, и на этих, при всем, при том, что, видите, эта кожа, не знаю, видно вам или нет, она имеет такой синеватый оттенок, что говорит о том, что это кожа, которая была... Процесс дубления кожи, он был химически быстрый и простой. Он не был натуральный, долгий и суперкачественный, как хорошая итальянская кожа сделана. Это более такой быстрый, химический, современный процесс уже тогда. Тем не менее, я не нашла здесь никаких трещин, не нашла никаких проблем. Наверняка здесь у них идет такой как супинатор деревянный, вкладывается. Наверняка он уже давно сломан, но честно вам скажу, от него как от козла молока толка все равно никакого нет, поэтому для меня это не имеет никакого значения. Он сделан типа, чтобы, знаете, когда наступаешь, чтобы каблук не отъезжал, но я не знаю, я не обладаю таким великим весом, чтобы это как-то влияло. Он ломается вообще очень быстро. Вот, и несмотря на то, что кожа не какая-то супер дорогая, элитная, потому что я думаю, что когда производились вот эти ботинки в 90-х, никто не предполагал, что они будут продаваться за 450 фунтов, и кто-то реально будет их покупать. Поэтому я думаю, что это было намного
все проще и банальнее, это было просто сделано хорошо и качественно. И несмотря на обычную банальную кожу, все совершенно отличается от того, что есть морщины, конечно, есть. Я думаю, что, вы знаете, они так и были достаточно морщинистые, судя вот по этим, они не были тоже гладкими. Но да, нет никаких трещин, нет такого, близко даже нету, вот, потому что вот на моих, которые я повыбрасывала, вот здесь вот это все просто насквозь трескалось. И я не думаю, что та была кожа какая-то, я не знаю, может быть, она была тоньше, может быть, она была прессованная, я не знаю, как они съехали в чем. Меня устраивает, я купила себе лакированные, у меня растрескались низкие, вот такие вот лакированные, китайские мартинсы. Это не, опять же, это не подделка под мартинсы. Сейчас я должна уточнить, это мартинсы, это официальный доктор Мартинс, просто сейчас их производство в Китае есть и в Англии. В Англии дороже, в Китае, естественно, дешевле. И по цене, которую мы платим, тоже дешевле. Вот. И я купила себе взамен другую пару. Я знаю, что я в них прохожу. Я их очень люблю. Я думала, что я поеду в Англию, я куплю там какую-то замену. Это все замечательно. Я купила замену. Но я также, вот бывает такое, что ты какую-то пару обуви очень любишь, и ты не хочешь с ней расставаться. Вот она испортилась, ты ее сносил, и хочется все равно продолжать ее иметь. Поэтому я ее купила опять. И да, я знаю, что я поношу ее пару лет в удовольствие. Она мне стоили что 550 шекелей, то есть где-то 120-130 евро. И да, я знаю, что я поношу несколько лет, и потом они отправятся вслед за следующим. Это печально, что надо это очень быстро выбрасывать и как бы загрязнять природу. Я бы с удовольствием заплатила в 3 раза дороже и купила бы такие же качеством, такое, как было, если бы это была моя возможность, потому что все, что я нашла в этом магазине, мне надо было именно черный. Я не хотела ни коричневый, я не хотела ничего другого, мне надо было именно черную, вот такую вот базовую обувь, потому что ее у меня стало мало. Она как-то вся сносилась и стало мало. Все, что мне подошло из черного, вот базового такого, относительно простого, без каких-то, да, цветовых, рисуночных или других решений, я все купила. Мне подошли 2 пары, я померила, наверное, 30 разных, от вот этого Соловер до разных мартинсов. Все, кроме как сделанное в Китае, да, я перемерила, и вот 2 пары подошли, я купила 2. Если подошли 4, я бы купила 4, но подошли только 2. Так что вот. И да, буду продолжать периодически покупать что-то, наверное, что любимое и изнашивается и сделано в Китае, что поделать, другого варианта нет. Меня это совершенно не смущает в плане того, что, сделано в Китае, сделано в Китае. Я стараюсь не покупать вещи, сделанные в Китае, но другой опции у меня нет, поэтому это то, что есть. Вот. Все, дамы и господа, большое спасибо за внимание. Вот такая была интересная у меня история. Я вам оставлю ссылку на магазин, на их инстаграм внизу. У них есть интернет-магазин. Там, конечно, не все есть, что есть в магазине непосредственно, но есть кое-что из вот такого вот уникального, что можно непосредственно заказать и получить. А мне не подошли очень многие, просто, знаете, у меня очень как бы тонкая нога, и поэтому какие-то мне просто широкие, какие-то там что-то. Поэтому я очень много забраковала именно по этой причине. Вот. Все. Спасибо за внимание. Всем пока.